Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Наконец-то закончилась зимняя депрессия и началось долгожданное весеннее обострение. Мы же рукодельницы, ничего не можем выкинуть. Накопились кромки от тканей. Приступим. Приготовим полоски клеевого флизелина шириной 15 сантиметров. И для удобства работы нарисуем на нем линии под углом 45 градусов. Они нам помогут шить ровно. Закрываем уголок кусочком ткани. На него сверху укладываем кромку и приступаем к работе. Шов прокладываем по плотной, обработанной части кромки. Работаем сразу с несколькими заготовками, чтобы лишний раз не обрывать нитки. Цвет ниток нейтральный, золотисто-бежевый. Вы же понимаете, что кромки все очень узкие. Нашиваем их часто. И в результате полотно будет из узких цветных полосок. Цвет полосок угадать невозможно. Смотрим, подстраиваемся по длине. Есть и длинные, которых хватит на 2 детали, а есть совсем маленькие, которыми мы сможем только закрыть уголочки. Вот теперь, когда вся основа заполнена, заготовки тщательно проутюживаем с паром, проклеиваем кромки клеевым флизелином. А дальше подравниваем края и отрезаем лишнюю ткань. В прошлом видео я уже использовала часть этой заготовки, сшила прекрасную косметичку и замечательный футляр для очков. А сейчас продолжим с ней работать. Мне нужна корзинка для рукоделия. Шьем все на глаз, никаких размеров не даю. Для начала определимся с размерами. Какую именно корзинку мне надо? С шириной определились, будем делать высоту. С обеих сторон от цветной полосатой детали добавим широкие полоски темно-синей ткани. Девочки, вы же понимаете, что кромки – это довольно деликатный материал. Конечно, все ткани перед использованием проходят декотировку, влажно-тепловую обработку, но все равно из кромок лучше шить декоративные изделия, которые не будут подвергаться частой стирке. Пришили кайму, детали развернули и отстрочили шов. Дополнительно его укрепили. Когда готова лицевая сторона, переходим к внутренней части. Ее выкраиваем такого же размера, как и лицевую часть. Собираем ее из холстопрошивного полотна и плотного льна. Их можно сразу простегать вместе. Лицевую и внутреннюю часть складываем вместе лицом к лицу. И сразу же готовим ручку. У 2 полосок ткани шириной 5 см, длиной 25 см подгибаем края и прошиваем с 2 сторон. Ручки сразу же вставим на место между деталями верха и внутренней части. Хорошенько посчитайте и определите сами, какое расстояние вам необходимо, чтобы в готовом изделии ручки находились строго друг напротив друга. У меня концы ручек пришиты через 10 сантиметров, а расстояние между противоположными центрами 32 сантиметра. Дальше просто прошиваем край на швейной машинке. Деталь разворачиваем и складываем поперек, чтобы получить большую широкую трубу.
И тоже прошьем этот край на швейной машинке. Следите за тем, чтобы все боковые швы совпадали. Готовую трубу выворачиваем, подтягиваем и расправляем все швы. Теперь остается только простегать заготовку. Сначала отстрачиваем верхний край, затем прошиваем и всю заготовку. Здесь уже простор вашей фантазии. Можно прошить простой прямой строчкой, можно выбрать какую-нибудь из декоративных, которые есть в вашей швейной машинке. Захотелось поработать? Ляг, поспи, и все пройдет. Когда все прошили, деталь хорошо держит форму. Ее надо тщательно проутюжить и подровнять, а уже после этого будем делать донышко. Как определить диаметр донышка? Мы знаем длину окружности. Можем просто ее измерить сантиметровой лентой. У меня это 64 сантиметра. Делим ее на число π. 3,14. Нам не нужны уж очень точные расчеты. В швейном деле есть волшебное слово «припуски на швы». Поэтому из листа бумаги вырезаем выкройку, круг диаметром 21 сантиметр. Чтобы вырезать круг, достаточно сложить несколько раз листок бумаги и отрезать лишнее. Для донышка простегаем вместе темно-синюю ткань, наружный слой, с утеплителем и тканью внутренней части. На этой заготовке обрисуем и вырежем деталь дна. А теперь думайте сами, как будете пришивать. Можно пришить так, чтобы соединительный шов был снаружи. Его потом обошьем бейкой. Будет такой кант. А мне захотелось все швы спрятать внутри, поэтому трубу вывернем. Донышко будем закреплять следующим образом. Сначала зацепим 2 противоположные стороны, потом 2 другие. Здесь идет сложное соединение, поэтому сначала прошьем его иголкой с ниткой, а потом уже проложим строчку на швейной машинке. Открытые срезы закроем косой бейкой. Все получается очень красиво и аккуратно. Остается только вывернуть нашу корзинку для рукоделия, подтянуть и расправить все швы. Смотрю и радуюсь, какая красота получилась. А ведь для декора использовали самый бросовый материал – кромки от ткани, которые обычно швеи выбрасывают. Вы же понимаете, что в массовом пошиве на производстве никто не будет с ними возиться. А для рукодельниц этот материал дает простор для творчества и разгул фантазии. Во всяком случае, даже если что-то не получится, не жалко. С дорогой тканью страшновато работать. Ну что, всем желаю творческого вдохновения. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Будут деньги, высылайте, поможем. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.